Самый крупный протест в Сербии, арест кандидата в президенты Турции, обращение диссидента Скобова. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 22 марта, 14:30. 15 марта прошел самый крупный в истории Сербии протест. Это продолжение антикоррупционных протестов, начавшихся после гибели 15 человек при обрушении навеса железнодорожной станции, открытого Вучичем в 2022 году. Вещательная компания BBC, цитируя независимого наблюдателя, сообщает о 325 тысячах участников. Это около 5% населения Сербии. 18 марта новостная организация The Associated Press рассказала, что Стамбульский университет аннулировал диплом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сославшись на предполагаемые нарушения при его переводе в 1990 году из частного университета. В Турции, чтобы баллотироваться на пост президента, необходимо наличие диплома. 21 марта вещательная компания Deutsche Welle сообщила, что власти Турции ввели запрет на митинги против задержания мэра Стамбула. Его взяли под стражу в преддверии объявления кандидатом от оппозиции на президентских выборах диссидента Александра Скобова, которого власти преследовали еще в Советском Союзе, приговорили к 16 годам за посты в соцсетях. В своем последнем слове он призвал Европу вспомнить об истоках нынешней европейской системы и не допустить узаконивания путинских аннексий. А закончил выступление так: «Здесь обвиняю я. Обвиняю смердящую трупами преступную путинскую клику в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, в военных преступлениях в Украине, в политическом терроре в России и в растлении моего народа». Полный текст выступления приводят его друзья в телеграм-канале «Скобов в тюрьме». 20 марта после отстранения по указанию сверху от ведения фестиваля анимации скончался поэт, сценарист и актер Вадим Жук. Его стихотворение от 29 апреля 2021 года приводит интернет-газета «Каспаров.ру». На стене висит портрет. Это Сталин или нет? Ну, конечно, это он. Орденов приятный звон, и усы, и сапоги, и вокруг одни враги. Это Сталин понимает, потому в руке сжимает черный-черный пистолет, чтобы дать врагам ответ. А вокруг все ямы, ямы, в ямах папы, в ямах мамы, в яме баба, в яме дед. И кого там только нет. На стене портрет висит, на тебя слегка косит. Григорий Мельконьян, сопредседатель движения за права избирателей «Голос», находится в СИЗО уже 1,5 года. Его обвиняют в организации деятельности нежелательной организации. Движение продолжает сбор на работу адвокатов Григория. Поддержите сбор для больниц и школ Украины с помощью искусства. Посетите онлайн-выставку «Нет войне» и расскажите о ней друзьям. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.